Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Oil Rampage, или нефтяное буйство. На нижней позиции начинает Маракар, генерал Тао, ядерное оружие Китая. Сверху дает старт боец Рэнджинг GK или Шей, по-другому, стандартная армия США. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Итак, давненько не было Маракара на канале. Кстати говоря, сразу же отличительная черта, он играет сегодня не под своим бирюзовым цветом, а под красным. Довольно интересно почему, ну да ладно. Решил, в общем, я исправить эту ситуацию, что Маракара не было давно на поединках, точнее на видео на канале на моем. И вот как раз он сейчас на ваших экранах. Прошел поединок в рамках турнира Smash игра Round Robin. Призовой фонд 150 баксов. Организатор турнира LPI или Снежный Эльф. И вот как раз Маракар и Шей играли. Фиксированные 11 игр. И вот одна из них на ваших глазах сейчас рождается. И давайте будем смотреть, что же сейчас происходит. Естественно, конечно же, побежали оба бойца сейчас в захват вышек. Ведь карта к этому располагает. Побежал Маракар красногвардейцами. Направо 2 штуки есть. Здесь ракетчики бегают, рассаживаются по бункерам. Кое-какая защита уже, естественно, имеется. Налево также 2 красногвардейца побежали. Ну и в центре еще есть 3 вышки, которые также нужно захватывать. Как раз таки красногвардейцы для этого имеются. Что же касаемо Шея, Шей уже начинает захват своих вышек, бегут рейнджеры, ракетчики также, скорее всего, сейчас будут рассаживаться в бункера. Ну и поехал первый ядерный БМ от Маракара, так раз таки вперед, как и скорее всего на отмену захвата этих самых вышек. Но ракетчик, я думаю, успеет добежать, сесть в бункер, и БМ, возможно, погибнет. И приехал Хаммер, слушайте, видимо, хотел также отменить захваты, но захваты уже есть у Маракара. Может быть, даже хотел дозер забрать, но дозер жив. БМ продолжает кататься, ракетчик за ним здесь в погоню пустился. В принципе, кстати говоря, уже БМ наполовину-то каленый, и через лазерлок можно спокойно этот Бэтлмастер забирать. Еще одна вышка пока у Шея не захвачена. НПЗ также еще не брал. В принципе, сейчас, скорее всего, рейнджер это Маракар Шею отменит. А вот второго тоже, скорее всего, заберет. Здесь Бэтлмастер приехал, его сразу же 2 Хаммера уничтожают. И Бэтлмастер идет дальше, но здесь также вышка захвачена. Но, мне кажется, еще вглубь базы уйти не удастся, потому что есть рейнджер, точнее, ракетчик, который берет на лазерлоке. Бэтлмастер уничтожается. Еще один БМ приехал также пробовать отменять захваты, но не удалось, потому что вышка захвачена, и вышку надо пробовать даже, возможно, пробивать. Хаммер приехал, один был, кстати говоря, потерян, один возвращается обратно, скорее всего, с БМом здесь разменялись, и строительство от Маракара пропаганды. 2 военных завода есть, спам идет, едет танк-дракон, лазерлоки на Бэтлмастер, пытается Маракар поближе подъехать, передавить, но взрывается рядом с ракетчиком, в принципе, своей цели достиг. И ракетчик уничтожается. Дракон приехал вышку сжигать. И вновь неудача. Вышка живет, но ракетчик погиб. Еще один дракон плюс труповоз. Вот теперь уже можно, я думаю, попробовать вышку-то и уничтожить. Плюс труповоз приехал, будет прикрывать. Да и из домика также здесь уже все выселены. Поэтому спокойно и беспрепятственно вышка уничтожается. Но тут очень большая пачка хаммеров плюс медичка идут вперед. Бэтлмастер сразу же попадает под раздачу. Медичку бы сберечь бы, чтобы по ней не вдарили. Красногвардейцы труповоза. Труповоз сам БТР, точнее, был уничтожен. Красногвардейцы также потихоньку здесь погибают. И вышел ядерный Оверлорд. На пути дозер плюс саплай. Слушайте, так там также и Маракар атаку проводит. Но тут только труповоз. Дракон был уничтожен. Красногвардейцы куда-то побежали. Видимо, вообще куда-то, кстати говоря, не туда. Возможно, можно было даже по вышку попробовать перехватить. Здесь рейнджер бьет по БМ, по БТРу, но БТР пустой, поэтому рейнджер спокойно его здесь уничтожит. Уничтожать, слушайте, еще одна вышка. Шей отлично зашел, и саплай также перебил на пути его НПЗ и 2 вышки. Идут от Маракара ракетчики, плюс 2 оверлорда. Ну, посмотрим, сможет ли сейчас Маракар как-то купировать эту атаку. Плюс БМ, кстати говоря, пытается к хаммерам близко зайти. Но жив Хаммер. Правда, каленый, но живой. Ракетчики сзади. Ракетчиками бы надо перенаводиться. Тем временем Маракар пытается сжечь еще одну вышку, но, наверное, не удастся.
Да, вышка остается жить. Здесь также все вышки живут. Бункер уничтожается. Слушайте, нет, вышка все-таки погибла. НПЗ уничтожил Шей Маракару. Ну и Шей тем временем хаммеры свои потерял. Ну и из всей пачки осталось только 2 хаммера и 1 медичка. Неплохо. Неплохо, причем с обеих сторон. По вышке здесь поуничтожали друг другу. Юнитов также поуничтожали. Размены. Но хотя мне кажется, что Шей все-таки как-то получше зашел. Но это, наверное, все-таки мне кажется. Оба бойца, в принципе, уничтожают друг друга примерно равное количество. Хотя, если судить по экспоинтам и по той пачке, которая, кстати говоря, сейчас идет от Шея просто вперед. Но по экспоинтам явно видно, что Шей все-таки лучше разменивается. Но не забывайте, что сколько было ядерных БМов, которые дают просто колоссальный ранг противнику. Ну, Шей пока отступает, в центре просто катается. Еще 1 овер уничтожил. Маракар пока держит всю свою пачку справа. 4 ЕЦМ танка, Гатлинг и ядерный оверлорд. Ракетчики погибают. Шей практически беспрепятственно, кстати, заходит. Что-то как-то Маракар, такое ощущение, что не проснулся, что ли. Ну, хотя с таким количеством хаммеров достаточно тяжело бороться. Теряется оверлорд, теряется также, в принципе, и хаммер. Пытается под сапплай зайти, но там бункер. Еще 1 хаммер минус, плюс, в принципе, подтянул еще больше в пачку юнитов Маракар. И Шей отступает, при этом теряет еще и вдогонку 1 хаммер. Подъезжает близко к вышке. Маракар набирает 2-й ранг, скоро 3-й. Пробивается вышка, я думаю, что она будет все-таки уничтожена. Тут хаммер как-то заблудился, вдарил по оверу, но овер, естественно, будет жить. Для него это не проблема. 1 залп ракеты он спокойно переживет, даже не почувствует. Летит двойная А10, уничтожается еще 1 вышка. Шею бы надо бы отступить, но хаммер 1 потеряет, и двойная А10 также прилетает на вышку. И давайте посчитаем, а сколько же осталось-то у Маракара к 8-й минуте игры. Раз вышка, в центре все вышки уничтожены. 2 вышка. 2 вышки осталось у ядера. Все, слушайте. Справа добыча есть на доке. Ставится, кстати, ядерная ракета. И, конечно же, Airfield. Сейчас просто полетят миги уничтожать хаммеры. Конечно же, у американца есть для этого дела мстители. Посмотрим, заюзает ли он сейчас их. Успеет ли? Это большой вопрос. Теряется 2 хаммера. Теряется, похоже, что 1 медик. Еще минус 2 хаммера теряется. 1 медичка все-таки выжила. Да, неудачно сейчас Шей зашел к Маракару. Достаточно много юнитов потерял. И Маракар, в принципе, такой армией может попробовать какую-то контратаку даже провести. Но я думаю, что он миги ждет. Сейчас дождется мигов и пойдет атаковать. Вопрос в другом. У кого быстрее сейчас ресурсы-то закончатся? Что же касаемо Шея, НПЗ вышки слева вверху у него есть. Вышка также под доком здесь ресурсным на центре мейна. И справа 2 вышки. Слушайте, так в сумме-то сейчас 5 вышек у Шея против 2 Маракара. Тяжеловато. Вся суть игры на Oil Rampage. Ой, миг залетел, как же. Ой же, как он больно сейчас ударил, слушайте. Минус 3 хаммера, минус медик, еще залетает. Ну там мститель есть. Все, есть уже меры против мигов. Идет вперед Маракар. 1 овер явно потеряет. Хотя нет, слушайте, жив, но другой потерял. Все-таки, да, бункер выселил. Идет вперед, есть у Маракара 3-й ранг. Я думаю, что сейчас уже полетят повышения. Теряется еще 1 овер. Работает фаербейс. Слушайте, какой хороший фаербейс. Он прям полностью этот проход здесь перекрывает. Здесь работают хаммеры. Слева, ну вот домик, да, как раз таки сейчас чинится и ракетчики садятся. В центре был фаербейс. Фаербейс уничтожен. Слушайте, так Филд пошел и Шей. И у него, кстати говоря, появилась молекулярка. Я вижу, по счетчику летит арт-удар по вышке. Точнее, по пачке не попадает. И ковровка не попадает по филду. Вот она, молекулярная пушка стоит, есть командный центр, и даже уже появилась первая дроп-зона. Маракар пытается заехать с помощью оверов и ЕЦМ танка, но неудачно. Неудачно, 1 овер при этом при всем потерял, труповоз уже вскрывается, и я думаю, что будут уничтожаться эти красногвардейцы. Еще и вдобавок отстроился фаербейс, поэтому не вариант. Работает еще и в довесок к пачке Шея Аврора. И не удается Маракару пройти. Ну какой классный фаербейс, слушайте. Ну прям молодец, Шей, хорошая оборона у него сейчас. Маракару прям, ну не удается пройти. Тут еще и миг какой-то летает. Ну там 2 мстителя стоит, поэтому не вариант туда залететь. И Маракар просто принимает решение хотя бы уничтожить дозер. Миг, конечно же, сливает. Миг стоит дороже.
Дозер, естественно, дешевле, но хотя бы сейчас придется на дозер шею потратиться, потратить 1000 с командного центра, его вывести, естественно. И пошел в бой Бартон. Пачка от Маракара стоит по-прежнему на холме. Так, тут здесь мины сбросил, но да, не получается, слушайте, дозер повел шей. Но дозер сразу же заморозили и уничтожили. Сейчас пока мины будут еще тут лежать. Но можно попробовать, в принципе, прострелить их здесь, чтобы они не мешались. Работает эта платформа, не дает проходить, по крайней мере, без потери для юнитов по части здоровья. Так, это самолет летит с дроп-зоны. Вот она как раз-таки стоит, и я слышу где-то таймер. Да, это Бартон, который спокойно пришел здесь к Маракару и просто минирует ресурсный центр. Сейчас бомба взорвется, а остатки, я думаю, просто Бартон сам достреляет, да и при этом... Слушайте, а Маракар просто распродался. Он понял, что здесь заминировано, сейчас Бартон тут кругом бегает, я не знаю даже, ну надо что-то какой-то пост выводить или минировать здание, но, по крайней мере, ресурсный центр распродан. А это, я так понял, единственный док сейчас, который у Маракара остался, да, все остальное уже кончилось, и всего лишь 2 вышки, минируется филд. Ой-ой-ой-ой, а Маракар вот чем занят, он пошел в атаку. Фаербейс, естественно, сейчас будет потерян. Залетает Миг, который не смог вдарить, потому что мешают Мстители. Летают Авроры, конечно же, пробивают и почти добили один ядерный Оверлорд. Отмена постройки молекулярной пушки, при этом был убит Фаербейс. Ну, хаммеров много, плюс танки рыцари еще даже юзает шей. И отключается энергия, слушайте. На пути еще одна электростанция, Маракар ее отрубает, и на 10 просто сейчас минус 2 ЭЦМ танка и минус Оверлорд. И осталось всего лишь 2 у Маракара, что-то как-то он не очень выглядит на самом деле в данном сражении. Ну, как же это было, а? 2 Авроры залетели, уничтожили 2 Овера. Одна каленая ЭЦМ-ка из всей атаки осталась. Здесь залетела ковровка и уничтожила только постройку энергии вместе с дозером. Бункер при этом жив, и вышка также живая. Овер идет вперед и сразу же попадает от раздачи того самого Фаербейса, который, кстати говоря, Маракар каким-то образом здесь пытался пробить. И если мне память не изменяет, здесь должен был быть труповоз. Но труповоз, как видим, мыслился. А Фаербейс продолжает жить, вышка живет. Ну, хотя бы бункер был здесь потерян. Но ничего хорошего все равно для Маракара пока что нет. Почему? Да потому что ресурсы кончаются. Кончаются ресурсы всего лишь... Слушайте, так еще и здесь вышка потеряна была. Вышки слева-то также нет. Осталась одна вышка, и вот он, единственный ресурсный док сейчас у Маракара. Кстати, готова ядерная ракета. И сразу же запуск пошел. Вопрос, куда он будет? По серчу? По филду? Не знаю, куда ударить? А, по вышкам. Ну, естественно, конечно же. Минус НПЗ и минус 2 вышки. Есть при этом уже дроп-зона. Вот вышка стоит. И справа, если мне память не изменяет, также есть вышка. Одна дроп-зона, 2 вышки. И слева здесь ресурсный док, который, в принципе, также кончается. Молекулярная пушка готова к запуску. Так, тем временем здесь Авроры летают, которые пробили по ядерной ракете. Но ядерную ракету просто сейчас Маракар распродал. Видимо, испугался, что молекуляркой уничтожит эту ядерку шей. И просто Маракар ее расподает, а молекулярка просто пошла по военному заводу, по казарме. Пропаганду сжечь не стал. Еще один военный завод также попадает под раздачу, и пошли ответные повышения. Так, это мины. Да, это мины как раз-таки сюда на проход. Есть здесь Овер и 2 котла. Сразу же не дают в части пачки... О, еще и арт-удар. В части пачки не дал Маракар пройти с помощью мин. И плюс арт-ударом закрылся Томагавк, рыцарь и даже Фаербейс. Слева Томагавк при этом работает. Пытается здесь шей Овер закрыть. Летит Аврора, 1 плюс 2, но не удалось сейчас попасть. Но Томагавк, я думаю, добьет этот Овер. Но хотя он отступает. Готлы, кстати, живые, и уничтожили Томагавк шею. Непростая ситуация, в принципе, мне кажется, сейчас и у обоих бойцов. Ну, у шея 11к в запасе, уже, правда, 10, но тем не менее. Да, и 5-й ранг, в принципе, не за горами, а там и топливная бомба. Спектр ганшип мы еще не видели. Уничтожается Мститель, Овер идет вперед, минус еще один Мститель. Я думаю, что сейчас еще и Фаербейс попадет под раздачу. Дозер также можно уничтожить, но ракетчики, Томагавк, я думаю, добьет, да, минус Овер. И полетела топливная бомба, плюс спектр ганшип прилетел на военный завод. Тяжело Маракару.
И причем еще и ковровка, точнее топливная бомба летит на вышку. Плюс еще и сапплай, возможно, попадет под раздачу. Да, минус ресурсный центр и минус вышка. Все, нет экономики у Маракара. Нет ни сапплая, нет вышек, при этом при всем, что у Шея есть дроп-зона, есть вышка, и справа вышка, и еще и одна дроп-зона строилась, и Маракар уже сдался. Все, экономически просто Маракар не вытянул эту игру. В принципе, вся игра на Oil Rampage к этому и сводится, кто кому быстрее вышки убьет. Да и потом при всем за чай, но по крайней мере, ну, за ядера и за танка, ну, точно, там, во вторичку идти дорого. Да, в принципе, у Чайны вся вторичка дорогая, ну, инфантрия она подешевле там, но, тем не менее, невыгодно. В принципе, возможно, на этом Шей и сыграл, и переиграл Маракара. По моим таким наблюдениям, у каждого из бойцов были какие-то контрмеры против там любых каких-то действий, то есть пачка на пачку были. Появилась ядерная ракета, появились повышения у Шея и Авроры те же, допустим, чтобы ядерную ракету уничтожить. Молекулярная пушка, опять же. Появилась у Маракара миги ядерные, появились мстители у Шея. То есть как-то все равно все сводилось к какому-то экономическому превосходству, мне кажется. И Шей это этого превосходства все-таки добился. Поэтому Маракар и проиграл. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.